В этом видео мы рассмотрим выражения и переменные. Выражения описывают тип операций, которые выполняют компьютеры. Выражения – это операции, которые выполняет Python. Приведем пример основных арифметических операций, добавим несколько номеров. Результат в этом случае составляет 160. Числа называются операндами, а математические символы, в данном случае сложения, называются операторами. Для операции вычитания используется знак вычитания. В этом случае результатом является отрицательное число. Для операции умножения используется звездочка. Результат 25. В этом случае операторы обозначаются знаками вычитания и умножения. Мы также можем выполнить деление косой чертой. 25 разделить на 5 – это 5. 25 разделить на 6 – примерно 4,167. В Python 3 версии, которую мы будем использовать на этом курсе, результатом обеих операций будет float. Можно использовать двойную косую черту для целого числа, когда результат округляется. Учтите, что в некоторых случаях результат не совпадает с обычным делением. Python следует математическим соглашениям при выполнении математических выражений. Следующие операции выполняются в другом порядке. В обоих случаях Python выполняет умножение, а затем сложение для получения окончательного результата. С помощью Python можно выполнять гораздо больше операций. Для большего количества примеров пройдите тесты. В дальнейшем мы рассмотрим более сложные операции. Выражение в скобках выполняется первым. Затем мы умножаем результат на 60. Результат 1920. Теперь давайте посмотрим на переменные. Можно использовать переменные для хранения значений. В этом случае значение переменной 1. My, нижнее подчеркивание variable, используется как оператор присваивания, то есть знак равенства. Это же значение можно использовать еще где-нибудь в коде, набрав точное имя переменной. Двоеточием обозначается значение переменной. Можно присвоить новое значение my, нижнее подчеркивание variable, используя оператор присваивания. Присвоим значение 10. Теперь переменная имеет значение 10. Старое значение переменной не важно. Можно сохранять результаты выражений. Например, мы добавляем несколько значений и присваиваем результат x. X теперь сохраняет результат. Можно выполнить операцию над x и сохранить результат с новой переменной y. Y теперь 2666. Мы также можем выполнить операции над x и присвоить значение для x. Переменная x теперь имеет значение 2666. Как и прежде, старое значение x не важно. Мы также можем использовать в переменных команду type. Хорошая практика – давать переменным значимые имена, поэтому вам не нужно отслеживать, что делает переменная. Преобразуем число минут в данных примерах до количества часов в следующем наборе музыкальных данных. Вызываем переменную, которая содержит общее количество минут. Total, подчеркивание min. Обычно подчеркивание используется для обозначения начала нового слова. Можно использовать и заглавную букву. Вызываем переменную, которая содержит общее количество часов. Total, подчеркивание HR. Получаем общее количество часов, разделив total, подчеркивание min, на 60. Результат равен примерно 2,367 часа. Если мы меняем значение первой переменной, значение переменной изменится. Окончательный результат, соответственно, изменяется. Но нам не нужно изменять остальную часть кода.